Друзья, как нам научиться оставаться спокойными и иметь внутри себя мир Божий в этом мире, который полон стресса, плохих новостей, волнений и переживаний? Иисус видит наше истинное внутреннее духовное состояние и видел состояние учеников, что человек порой напоминает такую, знаете, сжатую пружину. И вот скажи человеку там одно слово, эта пружина выстреливает, и все вокруг как будто взрывается вокруг него. Вот такое наше состояние. Так мы порой реагируем даже на какие-то слова, которые слышим в свой адрес. И вот Иисус, видя переживания и стресс учеников, Он говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». В оригинале стоит слово в греческом «покой оставляю вам, покой мой даю вам». Иисус видит, что все мы испытываем дефицит покоя в своей жизни. Ну а как практически нам обрести этот покой? Что нам делать? И Христос предлагает Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус говорит, 28 стих: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ну не просто придите, вот мы пришли к Иисусу. А что дальше? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Смотрите, какой процесс нам предлагает Иисус, что нам надо делать. Первое – прийти к Нему, если мы действительно хотели бы получить покой. Далее. «И научитесь от меня», то есть учиться, пребывать с учителем. И чему учиться? Он говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем». Вот он, путь обретения покоя. Смирение и кротость. И я скажу даже больше, что без смирения и кротости невозможно даже обрести спасение. Давайте вот остановимся, что такое смирение и кротость. Прежде всего, мы должны понимать, что это не слова-синонимы, это абсолютно различные слова, которые несут различную смысловую нагрузку. Ну, по порядку. Смирение – это умение подчинить свою волю воле Божьей. Некоторые люди почему-то думают, что смирение – это такое безвольное ожидание, такое сидение, ты ждешь от жизни, что что-то должно произойти, измениться, вот ты смирился и вот так как-то сидишь и ждешь. Ну, когда же что-то произойдет? Нет, смирение – это активная жизненная позиция. И у меня есть своя воля, но я решил подчинить свою волю божественной воле, которая гораздо лучше для меня. Фактически, когда я смиряюсь, я как бы переподключаю себя к божественному источнику, к источнику благодати, любви, мира, к источнику вечной жизни. Ну, самый лучший пример – это Христос перед распятием, когда Он молится и просит Бога в молитве: «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть воля Христа была такова: если возможно, пусть это пройдет мимо меня. Но далее Он продолжает: «Но не как я хочу, а как ты». Вот это и есть смирение. То есть когда мы принимаем любую ситуацию как данность, так должно быть. Мы принимаем любую ситуацию, и сегодня мы должны это делать и учиться
Мы проходим через войну, мы проходим через болезнь, мы проходим через жизненные испытания различного характера. Это может быть финансовые трудности, проблемы в семье, с детьми, ну и да что угодно, что на нас может свалиться неожиданно, какое-то бедствие. И мы можем в этой ситуации искать виноватых, отматывать пленку жизни назад и думать, ну, вот если бы я так поступил или иначе, этого бы не случилось. Мы можем постоянно вести какой-то внутренний диалог. Ну почему в моей жизни так? Но мы можем сказать: Господи, раз Ты позволил этому случиться, значит, Ты все контролируешь. И я доверяю Тебе полностью вот ту ситуацию, в которой я нахожусь. Я знаю, что есть ответ и есть выход. И вот Иисус говорит: не как я хочу, но как Ты. Итак, смирение, можно сказать, это принятие любой ситуации в своей жизни с благодарением, с молитвой. Это умение подчинить свою волю воле Божьей. Будем этому учиться, друзья. И теперь о кротости. Иисус говорит: придите ко мне, чтобы научиться смирению и кротости. Кротость – это духовное качество или качество характера по отношению к ближнему, по отношению к людям, которые меня окружают. Это умение прощать человеку его ошибки, его поступки, прощать обиды, прощать оскорбления. И казалось бы, вот у меня есть право, как мы иногда говорим, на человека обижаться, злиться, быть им недовольным, порицать его, даже наказывать, быть выше его. Но я в любви Божьей снисхожу к этому человеку. Вспомним Христа. Он, будучи распят, терпит невыносимую боль, ужасную боль во всем своем теле. И он не слышит слов сострадания в свой адрес. Он не видит, что люди сочувствуют его боли. Напротив, он слышит, как над ним продолжают смеяться, его продолжают оскорблять. И у него была власть, он об этом говорил, что он мог бы призвать на защиту воинство небесное. Он мог бы испепелить всех этих палачей и насмешников. Но что он делает? Он говорит: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вот это и есть кротость. Кротость – это не означает, что ты слабый, что ты проявляешь бесхарактерность, безволие, безвластие. Нет, напротив. Смирение и кротость – это характеристика Бога, это качество Бога. Друзья, но как такое возможно? Бог, который обладает абсолютной властью, который всемогущ, и в то же самое время Он кроток и смирен, как говорит о себе Иисус Христос. Кротость и смирение – это божественные черты или качества характера. И последовав за Иисусом в кротости и смирении, друзья, мы истинно с вами найдем и покой в наших душах, и мир в сердце. Божьих вам благословений. До свидания. Увидимся через 1 неделю.